Привет, друзья! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Но это видео слегка не из мастерской. Это видео я снимаю у себя дома. И сегодня у меня интересная задачка. Мой коллега и очень хороший друг прислал мне такой вот замок зажигания от скутера Yamaha T-Max. Это все дело приехало из Краснодара. Также есть блок управления с двигателем от этого скутера. Это, насколько я знаю, второй T-Max. И один такой вот ключик. Как только мой товарищ узнал о том, что я начал заниматься ключами, у него сразу возник вопрос, потому что он уже пару лет занимается реставрацией скутера Yamaha T-Max, занимается переборкой двигателя, все это неспешно, но очень качественно, и внезапно выяснилось, что у него есть проблема с замком. Основная проблема в том, что у него, во-первых, один единственный последний ключ, а во-вторых, работает он черт знает как. То есть, вот этот вот самый ключ, при вставлении его в замок, толком нормально его не поворачивает. Нужно как-то хитро его повернуть под углом и там нажать, и только тогда это происходит. А так... ключ не поворачивается. Вот при каких-то определенных условиях, вот когда я вниз на него нажимаю, это происходит, а так нет. То есть замок работает, как бы ключ есть, но пользоваться этим неудобно. И скажу вам так, что такая проблема очень часто бывает у Yamaha. Это износ замков, износ ключей. Не знаю, почему именно у Yamaha, у Suzuki такое происходит довольно редко. Даже на очень больших пробегах там порой все нормально, а у Yamaha вот постоянно даже не на очень больших. И, значит, тут, собственно, есть две проблемы. Значит, первая – это ключ. У него профиль несимметричный. Износ настолько сильный, что нарезка похожа на елочку. То есть износ как бы такой вот косой в одну сторону. То есть от того, что ключ много раз вставляли в замок и обратно, получилась такая вот фигня. И даже явно видно, можно увидеть, что там, где, допустим, первый номер секрета, там... уже яма почти как второй он стал. Естественно, такой ключ нормально открывать замок не будет. И нарезкой самого ключа я займусь на работе, потому что станочек для нарезки у меня сейчас пока живет там. И работу, связанную с летящей стружкой, я все-таки стараюсь делать там. Я просто декодирую ключ и по номерам секретов нарежу его так, чтобы он стал таким, каким он был без износа, каким он был с завода. И скорее всего замок заработает намного лучше. Конечно же, нет гарантии, что это будет именно так, потому что, равно как и ключ, изнашиваются еще и секреты в самом замке. И да, на многие популярные, допустим, автомобильные замки секреты можно купить отдельно. То есть разобрать замок и заменить их. В таком случае замок, по идее, должен работать как новый. Но вот, к сожалению, для мотоциклетных замков от Honda, Suzuki, Yamaha я искал и пока что толком ничего не нашел. Для автомобильных по типу личинки, типа там HU66, HU100 там, и прочие, можно купить на Алиэкспрессе прям такие коробочки с секретами, там штук по 200-300 наборы для ремонта этих личинок. Фордовские, вот эти FO21 очень популярные, ромбики, ключи, постоянно у всех машин, вот если 200 тысяч пробега есть, ключ изношенный, замок изношенный, все можно перебирать. Вот на мотоциклы пока не могу найти. Но хотя бы сделаю нормальный ключ, и скорее всего этого уже будет достаточно. Это первая проблема. Здесь как бы проще, я потом вставлю пару кадров. Вторая проблема – это то, что ключ один, он черный. И если вы знаете, то у Yamaha еще бывает красный ключ, который сделан для привязки новых ключей. И человек в идеале хочет восстановить все родные ключи, включая красный. То есть там два черных и один красный, по-моему, с завода должны быть. И, во-первых, желательно, чтобы они нормально работали, а во-вторых, чтобы красный ключ был вот прям такой, какой должен быть с завода. Ну, хочется человеку. Сами заготовки ключей это не проблема. Вот они у меня есть, такие ямаховские, как заводские. И красные, и черные, если надо, можно синие найти. Это, в общем, не вопрос. Вопрос в том, чтобы
это чтобы чипы в этих ключах были не клонами друг друга. То есть на эту Yamaha чипы клонируются вообще без проблем. А вопрос в том, чтобы чипы были все разные для блока управления двигателем, а вернее для блока управления иммобилайзером. Потому что на этом скутере блок управления иммобилайзером находится не в блоке двигателя, а прямо на антенке. Вот здесь вот. И, собственно, моя задача будет в том, чтобы вскрыть в герметике небольшое окошко, выпаять микросхему памяти, впаять ее на плашку программатора, считать данные о ключах и, соответственно, создать разные чипы, которые знает этот блок, либо вписать туда новые, там в зависимости уже от того, какие возможности я там увижу. Честно скажу, не знаю, сколько ключей я там увижу, и опыта восстановления вот именно красного ключа нет. То есть, скорее всего, красный ключ отличается только местом, куда его ID вписан в дампе прошивки, то есть в файле текстовом, который, собственно, зашит в эту микросхему памяти. Ну что, попробуем сделать. Ребята, должен сразу упомянуть, что YouTube в России работает все хуже и хуже, и тем, кто на меня подписан, кому интересно меня смотреть, я прямо очень сильно рекомендую подписаться на другие площадки. В закрепленном комментарии и в описании будут ссылочки на Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-группу и, главное, на мой Телеграм. Телеграм я сейчас веду прям очень активно, и очень часто я там пишу те новости, которые не попадают больше вообще никуда. Так что, ребят, подписывайтесь, не пропадайте. Буду обязательно стараться постить контент везде, как на YouTube, так и на всех остальных площадках. Но, конечно, пока больше всего мне нравится YouTube. Как ни крути, он дает больше всего возможностей, дает больше всего просмотров. И самая, конечно, интересная площадка. Надеюсь, что он возродится и будет нормально работать. Варианты, где находится EEPROM, два. Либо вот в этой области, либо вот в этой. Соответственно, поскольку точной информации по этому номеру блока нет, начну, пожалуй, вот отсюда. Итак, друзья, после того, как я удалил герметик, которым был залит данный блок, я обнаружил, что столкнулся с проблемой, которую крайне проблематично решить в моих условиях. Так, к сожалению, бывает. Никакого EEPROM отдельно запаянного с памятью в этом блоке нет. Ни здесь, ни здесь. Зато есть здесь мориковская микросхема 30-контактная, которая говорит нам о том, что это вторая версия мориковского иммобилайзера. И микросхему эту невозможно никак вычитать. Я знаю только один программатор, который может записать в этот иммобилайзер ключи. Программатор этот мало того, что стоит дорого. Дело даже не в самом программаторе. Программатор можно купить, это не смертельно. Проблема в том, что на этот программатор отдельно докупаются модули для работы с разными блоками управления. И вот конкретно для этих блоков управления этот модуль стоит еще 500 евро к стоимости программатора. Но проблема даже не отдать 500 евро. Проблема в том, что приобрести эту лицензию из России крайне трудно. Я уже рассматривал покупку этого программатора, и на самом деле большинство задач, которые он умеет, уже можно делать другими путями, но, к сожалению, не эту. И я связывался с представительством, которое раньше было актуально в России, и, в общем, я не нашел путей, через которые эту лицензию можно приобрести. Соответственно, и программатор бесполезен, если его купить. Решение с этими иммобилайзерами, которое чаще всего применяется при полной утере ключей, это заказ на Алиэкспрессе эмулятора иммобилайзера, который там есть и стоит около 5000 рублей. Мы так делать не будем, поскольку у нас один ключ все-таки присутствует. Я принял решение просто скопировать чип 3 раза в 3 разных ключа, и пускай оно работает. Соответственно, я сейчас жду, мне должен вот-вот приехать компаунд хороший, чтобы это не силиконовым герметиком обратно заклеивать, а нормальным правильным компаундом. Я это опять красивенько обратно залью, и больше мы сюда лазить не будем. Чипы я уже скопировал, и перейдем к замку зажигания.
Как я уже, наверное, показывал, данный ключ имеет очень большой износ. Он похож на елочку, в одну сторону у него все скосы. Вот эта яма от износа очень большая. Короче говоря, ключ явно изношен сильно. И поэтому он поворачивает замок очень плохо и только в определенном положении, если на него надавить. Значит, начну с того, что просто поеду на работу, у меня там станочек для нарезки пока живет, и нарежу 3 ключа в соответствии с теми размерами, которые должны быть с завода. То есть декодирую данный ключ, проверю, что номера соответствуют тому, что здесь когда-то было до износа, и нарежу ключ правильный. Посмотрим, как замок будет работать после этого. Итак, передо мной 3 новых ключа, которые нарезаны по аналогии с заводским рисунком и которые не имеют износа. И с ними действительно замок работал гораздо лучше, чем с родным ключом, но все-таки далеко от идеала. В результате чего я принял решение пошаманить с самим замком. Я удалил вот эти вот потайные болтики, высверлил их, потом выкрутил остатки резьбы, снял вот эту вот крышечку, достал личинку и обнаружил большой износ на секретах. Если вам как-нибудь интересно, то про то, как изнашиваются замки, я как-нибудь сниму отдельное видео. И, собственно, обнаружил, что секреты с вот этим родным ключом, если просто его вставить и никуда не двигать, достаточно сильно торчат из личинки, соответственно, блокируя проворот замка. Соответственно, с ключами, которые вот эти, примерно в 2-3 раза меньше, но все равно замок блокируется. В результате я взял и под вот эти вот ключи сделал просто подгонку этих пинов, просто спилил выступающую часть. В результате эти ключи у нас работают превосходно, а вот ключ изношенный все равно работает плохо. То есть я не увидел смысла пилить так сильно, потому что когда мы подпиливаем секреты, мы жертвуем секретностью замка, и вообще смысл замка теряется. Поэтому я решил, что в таком виде данный замок еще прекрасно поработает, и я думаю, что достаточно долго. К тому же теперь к скутеру имеются 3 ключа, очень похожие на заводские, и можно ими смело пользоваться. Такая вот история. Считаю ремонт на этом законченным. Если бы были доступны новые секреты для этого замка, я бы их с радостью заменил на новые, но, к сожалению, я не знаю, где их приобрести. Если знаете, где для мотоциклетных замков их заказать, потому что на Алиэкспрессе я находил только для автомобильных, для популярных личинок, то поделитесь, пожалуйста, я обязательно закажу, чтобы были в ассортименте, потому что износ вот тех же самых ямаховских замков, кавасачи замков, это прям беда-беда. Кстати, на Сузуки так замки не изнашиваются почему-то. Либо просто нет таких пробегов, но я даже не знаю почему. Такое вот получилось необычное для моего канала видео. Очень надеюсь, что вам было интересно. И очень надеюсь, что
у вас есть запасные ключи для вашего мотоцикла, и все имеющиеся ключи работают хорошо. Если вдруг по какой-то причине это не так, то рекомендую вам решать эти проблемы, пока они не переросли в какие-то более серьезные трудности. Потому что утеря ключей всегда обычно в несколько раз дороже, нежели просто изготовление дубликата. Поэтому, если у вас последний ключ, задумайтесь об этом заранее, потому что ключи никогда не теряют вовремя. Этого момента просто не будет. Всегда это будет в самый неподходящий момент, и не только деньги будут вашей проблемой, но еще и то, что надо куда-то эвакуировать скутер или что-то делать. Я прям рекомендую этого не допускать, потому что это реально выходит дешевле, быстрее и проще. Желаю, чтобы ваша техника никогда не ломалась, адекватных водителей вокруг. В общем, всем удачи, всем пока.